Ну да, я считаю Гачихоя говном. И что ты сделаешь мне, Джотаро? Ты не понимаешь, о чем говоришь. Я играю в них больше 5 лет. Да плевал я на твои 5 лет, я же новичок. И ведь оба по-своему правы. Ну что, если я скажу, что есть идеальная гача, которая подойдет вообще всем? И да, речь сейчас про ВВМ, и я живу в бункере, и у меня снимали плюс 100-500, и это защита от рептилоидов. Если честно, ВВМ мне сначала показалось какой-то каловой массой с кучей оттенков Геншина, батл рояля, что он тут вообще делает, лютого доната вплоть до 40 тысяч долларов за кораблик в игре, не говоря о крутках, и целой кучей механик других игр, и в том числе гач, которые были незаметно адаптированы. Dark Souls, Ведьмак, Геншин, там насували столько всего, сколько ты даже представить не можешь. Но нет, вопреки первому впечатлению, игра реально хорошая и действительно стоит внимания. Потому что как минимум может научить тебя не жрать говно и не терпеть дальше просто ужасное качество контента в гачах, которое уже просто стало базой. Короче, либо посмотри видос, либо поиграй, это тебе как минимум покажет куда более высокий уровень сюжета, геймплея, кайфа от игры и даст все то, что уже не может дать Геншин и другие гачи. Если же я в чем-то буду неправ, предъяви в моем телеграм-канале, ссылка там в описании, да, повторюсь. И напоминаю, там новости о контенте, там моей жизни и ла-ла-ла-ла. И еще Дискорд и Бусти тоже в описании есть, не забывай обязательно. Игра начинается с того, что мы регулируем всякие настроечки, выбираем сложность, после чего начинается очень сочный кинематик, во время которого нас учат драться, стрелять из лука, парировать, уклоняться, а также тыкать обилочки. Ну и эстус пить, то есть хилиться, здорово темные души. Кстати, у меня по ним был видос, подсказка справа сверху. Побеждаем начального босса, при котором придется реально напрячься на удивление. А если вы стартанули на легенде, то вам вообще удачи, это самая высокая сложность. Затем создаем персонажа, выбираем одежду, готово. Игра в наших руках. И первым же делом бросается в глаза графика. Первые полчаса я просто бегал и офигевал от того, насколько же здесь все красиво. Дяденьки, которые инвестировали в это деньги, 100% были довольны. Лучи солнца бьют в экран, все такое сочное, градиент на горизонте, трава колышется от ветра. В общем, все 10 из 10. Греют нас по полу. А пройдя чуть дальше, мы встретимся с картографом. Но не Soul Knight, а вот этим челом, который работает как статуя Архонта из Геншина. И откроет нам первую область мира на карте. Забавно, но в Геншине при старте точно такая же последовательность действий. Вы там взбираетесь на склон, проходите обучалку, и вам тоже так красиво показывают мир. И потом вы открываете статую Архонта. Ну и так, к слову. Также, когда мы подойдем к еще одному челу, он даст нам выбор первого оружия, хоть и выглядит как бомжар. Хилющий тебя и челов вокруг веер, более мощный меч, двойные клинки или же дамажущий зонтик. Я посчитал рейндж скучным, так как там всякие парирования, ротации есть. Ну, боевка в игре сделана, зачем мне рейндж выбирать? Поэтому взял твинблейды, двойные клинки, вместо стреляющихся зонтиков. И отправился в почти свободное плавание. Гайдов уже на каждом шагу не было, пролог пройден. Открылся донат, магазины, активности, переодевашка нашего перса, макияж, а также уже полноценно можно бегать и изучать мир. Поэтому сразу можно заметить, какое огромное тут количество активностей. Можно пить пиво, играть в ОСУ, гладить котиков, что будет нам в будущем нужно для атрибутов, собирать диковинки для разных навыков, проходить разные квесты, получать способности типа полета или супер быстрого бега. Короче, здесь прям миллиард активностей, и самое забавное, что любые бабочки, любые улии, вообще любой на первый взгляд мусор, он тебе нужен либо полезен. Что-то для атрибутов, что-то для квестов, а что-то просто, чтобы докупить больше ресурсов прокачки. Они, к слову, лимитированы, и скупать их можно раз в неделю. Но про это чуть-чуть позже. Короче, мир крутой, не чувствуется пустоватым, как в Уве, но и не жестко перегружен. Меня моп оглушил. И что ты, как крестьянин с копьем напал? Чего у него такие рывки далекие? Сука, меня... Так или иначе, даже если ты просто будешь ходить и все тыкать, тебе это все пригодится. Я так однажды шел, упал в какую-то канаву и случайно решил там головоломку. Имба. Плюс заметил, что перс тут даже без доната бесплатно может бегать по стенам, летать, использовать разные фишки мувмента. Только открой их квестами и кайфуй. Передаю привет Геншину. Поэтому прям мега однозначно мир и мувмент, снова повторюсь, 10 рисок супа из 10. Что я сказал? А за подачу сюжета и сюжет можно вообще бахнуть все 11. Все живое, все двигается, персонажи жестикулируют, передвигаются в катсценах. Это же круто. Да даже драки здесь выглядят просто охрененно. Посмотрите на мою реакцию. Чего? Они драться начали? Что? А, просто люди.
Такого в Ульф Геншине бы никогда не было. Офигеть, они дерутся! Это катсцена, где дерутся! Как круто! Какая кайфовая катсцена! Как круто! А вот по поводу персонажей, детскости и так далее, после наших любимых гачхоя я прям кайфанул. Если честно, последний раз в игру с хорошим сюжетом я играл года так 3 назад, и последний раз кайфовал искренне от сюжета только вот сейчас. После года в однотипных гачах местный сюжет с реальными смехами и нормальными диалогами роза среди навоза. Там в моменте чел просто парафлянчику человека, это же круто. Да даже вон пьяный Махи чего стоит. Поэтому скажу сразу, он крутой, но спойлерить не буду. Зато хочу подметить, что вот так внешне, со стороны выглядит так, как будто челы взяли референс в виде Геншина или какой-то другой успешной гачи, составили основную формулу успеха и все на нее, как на скелет, навешали. Вот для примера приезд в Инадзуму в Геншине, а вот как я тут приплыл в следующий регион. Сходство, думаю, очевидное. Их тут прям немало. Да даже хоткеи на интерфейсе точно такие же, как в Геншине. Но суть не в этом. Суть в том, что Hornybox — это лучший сервис для доната в гачи, и не только. Тут есть и Геншин, и Вува, и Roblox, и вообще все конкретно. Да даже Steam есть. Недавно же вообще стал доступен для доната Arknights. И донатить тут можно хоть через Telegram-бота, даже заходить никуда не надо. А цены здесь, если что, ниже, чем в официальных магазинах, что при нынешних проблемсах радует и упрощает жизнь. В общем, сервис имба, делает все максимально четко и быстро, а сам процесс еще легче. Ищем нужный товар, оплачиваем удобным способом, готово. Все придет либо сразу, либо очень быстро. А ссылка на Hornybox, напоминаю, в описании. Теперь же можно поговорить про гачу и основной геймплей. Если коротко, то гача здесь заключается не в персонажах, а в скинах. То есть, казалось бы, Pay-to-win отсутствует. Но нет. За всяких донатных лошадок и так далее, челы получают автосбор ресурсов, автоследование персонажа к нужному месту и еще некоторые преимущества, которые нам работягам будут недоступны. Поэтому, как вы понимаете, не все так радужно. Зато из плюсов могу сказать, что даже донатные крутки можно получить вручную и бесплатно. Разве что не советую их фармить, так как ты просто превратишь себя в фарш. Там их дают так мало, что прям, ну это жесть. И там даже не какая-то валюта для их покупки, а просто тебе одну крутку могут докинуть там за какой-то огромный квест. А валюта для их покупки только за донат. И еще имейте в виду гарант на скин в ивентовом баннере на 150-й крутке. Выводы делайте сами, это жесть. В дефолтном баннере же ничего такого же особо крутого нет. Кроме вот этого плащика из душ и сетов костюмов разных цветов. Все. Но косметику в игре, именно скины, можно получать не только таким путем, но и просто выполнять квесты, проходить всякие активности, вступать в фракции, лутать все, что только можно. Так что скины и косметика тут не только в баннерах. Их можно получать и бесплатным путем. И, как я слышал, там можно получить даже более крутые скины. Поэтому снова плюсик. Ну и, кстати, помните, я говорил про лодку за 40 тысяч долларов? Ну так вот, это просто такого рода хаб игроков, где всем сразу понятно, кто тут главный царь. На нем можно болтать, общаться, опять болтать, прикалываться и в целом контачить как угодно с игроками. Прикольный экспириенс, но проседает FPS люто. Я даже футажи адекватно записать не смог, поэтому, каюсь, пришлось взять извне. Кстати, вот в этом городе вы зацените, как у меня просто FPS уничтожается. Сидишь, смотришь презентацию в PowerPoint, вот это кайф. А пока я там наблюдаю слайды красивых картинок, предлагаю посмотреть, что тут еще можно делать в этой игрульке. Для удобства скажу, что геймплей можно разделить на две основных части. И первая — это Ведьмак. Проходишь игру в соло, как какой-то AAA проект, изучаешь сюжет, мир, прокачиваешь персы и участвуешь в целом в море активностей. А второй тип — это мультиплеерная ММОшка. Можно участвовать в самых разных ивентах, событиях, фаниться, общаться с игроками, ходить вместе на боссов и даже чатиться с всякими нафиг непонятно откуда челами. Плюс слышал, что можно даже на ком-то пожениться, если вы часто будете общаться и дарить друг другу подарки. Имея в виду с людьми. Так что зовите кента, не пожалеете. Ну или подругу. Ну, если вы не парень, конечно. Не дай бог. Хотя и с НПС тоже можно, и у них там и ишка встроена, но самое вкусное — это даже не такое разделение геймплея, а то, что это все доступно одновременно. Ты играешь как хочешь, когда угодно, что там настраиваешь, меняешь настроечки, просто мега кайфик. Ну, если тебе прям, принципиально, то можешь и переключать соло-режим на кооп или наоборот. Тут, конечно, не GTA
GTA, где бегаешь по миру и на каждом шагу игроки. Зато тут можно зайти в хаб людей и получить, по сути, близкий экспириенс, но без крови. Ну или с кровью можно, я хз, там, по-моему, PvP доступно. А если вам это все нафиг не сдалось, просто берете с другом, идете и гриндите что-то в мире, проходите квесты, фанитесь. Если из вас кто-то застрял на боссе, может друг другу помочь, поэтому, ну, тоже плюсик. И, наконец-то, как же я долго ждал этого момента в сценарии, боевка. Тут она настолько хорошо сделана, что говорить про нее можно прям реально долго. Челы делают чуть ли не часовые гайды на все виды оружия, на их способности, там, ротации, бафы, билды и так далее. Поэтому ММОшка раскрывается на более позднем этапе игры. 50-й, 60-й ранг и выше. Кстати, максимум тут 75. У меня 60, если что. Шматье, перековки, билды, мифические навыки, способности, парирование. Сейчас все узнаете. А чтобы было проще, начну с своего опыта. Лично я, поскольку сам начала бегал с двойными клинками и кайфовал, я так и решил дальше идти с этим билдом. И в моем случае его суть была такой. Как-то максимально эффективно использовать то, что они отлично оглушают, как игроков, так и персов, и при этом очень быстрые, то есть быстро бьют. Что может в этом помочь? Как ты думаешь? YouTube? Шарящий друг? Мама шарящего друга? Нет. Все есть прямо в игре. Хотя на YouTube я гайдиков тоже глянул немало. И маму друга, ну ладно. Данила Салав, если ты это смотришь. Короче, так я и узнал, что максимально имбовое вторичное оружие под твинблейды — это хлыст. По идее, его можно использовать как основное оружие, но в моем случае он был вторичен. Его способности, его там ротации мне не особо были интересны, поэтому самое важное, как он нам поможет. Когда мы используем его стойку, на нас начинают накидываться бафы и хил, в зависимости от того, сколько мы его вертим. И в один момент на нас накидывается баф, что при каждом ударе врага его допом немножко дамажит крысы от хлыста. То есть каждый удар становится немного сильнее, и при этом не надо свапаться, просто бьешь дуалами и все. Таким образом и получается неплохой вроде бы ДПС. Получил баф в стойке, рывок и бьешь противника как только можешь. Все. И да, я понимаю, со стороны может выглядеть просто, но ты попробуй сам. А там еще стамина, которую тут тоже надо контролить, ибо после стойки тебе надо еще свапнуться на другое оружие и напасть еще, поэтому имея в виду, что PvP тут прям развито, ну, очень серьезно. Помню, зашел в моменте пару раз в дуэльки, и меня моим же билдом попускали так, что я просто туда больше не заходил. У меня тогда, настроение испортилось. Ибо есть у игры такая особенность, что если ты один раз не успел запарировать игрока, то пока ты не выйдешь из танлока, тебя будут месить как мешок с говном. Причем именно в PvP. В PvE там даже подсказка есть для парирования, если ты ее не вырубил в настройках. Так что в PvP решает скилл, а в PvE можно играть и так, хоть под пиво. Возьми хилющий веер и вообще кайфуй. Существует там еще целое море оружий, зонтиков, напоминаю, там еще всякие вееры, огромные мечи, копья, но если тебе интересно, лучше глянь уже сам. Да и к ним из-за здешней особенности прокачки я даже особо не прикасался. Поэтому про нее сейчас и поясняю. Представь, ты заходишь в игру, и перед тобой целая куча магазинов с разными вариациями разных оружий, какие-то ранги, какие-то фигни, боксы, не боксы, книжки, опыт, а там вообще, ну что там? Нифига непонятно. А это еще и китайская игра, и в ней интерфейс просто уродский, тут столько кнопок. Поэтому это, скорее всего, и есть главная проблема новичка. Поскольку в игре все связано с билдами, шмотом и всем таким, тут очень легко ошибиться или наступить на грабли, на которые наступил я. В игре целая гора магазинов, боксов, книжек, ну как я уже и сказал, но главная ловушка для новичков — это распыление. Взял ты вначале веер, а через 2 дня увидел крутое копье. Пошел его качать, а все, урона нет, ресурсов нет, сиди грустный, пока не потратишь столько же времени на то, чтобы заново это все раскачать. Тут, как и в Геншине, как и в других гачах, нельзя просто взять и попробовать там всех персов, все оружия по чуть-чуть. Прогресс специально тормозит всякими лимитами. Те же боксы для прокачки за рыбок можно купить только раз в неделю. Поэтому мой совет: выбирай пушку сердцем, но качай ее умом. Определись с билдом сразу, иначе превратишь игру в бесконечный и неэффективный гринд. Хотя ладно, не бесконечный, но неэффективный точно. Я вот остался верен твинблейдам и не жалею. Лучше быть богом с одной палкой, чем лохом с целым арсеналом. Как я и сказал ранее, в игре у каждого оружия куча своих механик, способностей и все такое. Я рассказал лишь о 1/20
1/20 или 1/30 всего. Но помимо кучи плюсов, то, что там в игре можно делать чуть ли не вообще все, что угодно, начиная от лекарства, заканчивая охотой на игроков, в игре есть и свои минусы, но это не делает ее хуже, а даже, наверное, просто дает фору гачам хуя. Первый — это просад FPS в многолюдных местах, там, мощнейших городах, просто места с кучей объектов. И второй — на телефоне играть, ну, прям тяжело. Много кнопочек, но, думаю, привыкнуть можно. Поверьте, я сам пробовал, мне потребовалось где-то, не знаю, неделька, чтобы более-менее понимать, что где. И еще есть минус в виде отсутствия русского, которое, как понял, уже заанонсили из-за активных просьб нашего СНГ комьюнити. Лучше просто. Поэтому этот минус можно даже... Давайте все, я не учитываю его. Еще в игре есть стройка, гильдии, целая куча контента, который я не упомянул. Но ты уже будешь это все исследовать сам, я спойлерить не буду. Насчет вывода могу сказать так. ВВМ — это игра, которая наконец-то не держит тебя за дурачка, дает тебе красивую графику, хардкор, челлендж и дает хороший сюжет. Да, она просит взамен твое время и внимание к деталям, но после однотипных гач это ощущается крайне бодро. Так что ты обязан в нее поиграть, а свое мнение и впечатление расскажи в моем телеграм-чатике. Подпишись, чуваки, поставь лайк, телеграм, дискорд, бусти, все в описании, давай, пока!